Османская история содержит немало случаев, когда наследные шехзаде прощались с жизнью после смерти отца и даже в процессе его царствования. Это стало жестокой традицией османских султанов, начиная с принятия братоубийственного закона султаном Фатихом Мехмедом. А как же было до него? История османского государства началась в 1299 году с Османа Гази, сына Эртугрула, а страшный закон принят во времена правления Мехмеда II после 1450 года. А в этот период лишних шехзаде не казнили, а перераспределяли управлять санджаками. Но было так не всегда. Рано или поздно кто-то из потенциальных престолонаследников восставал против действующего султана, пожелав занять османский трон. И тогда происходило по-разному. И сегодня я хотела бы рассказать вам изощренную практику наказания, которую в истории своего правления применили по меньшей мере два султана. Один искалечил своего шехзаде, другой – братьев. История султана Мурада I очень непростая. Впрочем, как и большинство историй османских султанов. Его отцом был сын основателя османского государства Орхан Гази. Мурад не должен был стать султаном, во всяком случае, по задумке своего отца. Однако престолонаследник Сулейман, брат Мурада, успел погибнуть на поле боя еще при жизни султана. Но мы сегодня не будем говорить об истории правления Мурада и тех бедах, которые ему пришлось пережить, за исключением, пожалуй, того случая, когда против него восстал родной сын Сафджи-бей. Эта трагедия в чем-то похожа на другую драму, которая разыгралась уже в эпоху султана Сулеймана, когда восстал его сын Баязид. И в том, и в другом случае шехзаде были казнены. Но в случае с Сафджи-беем казни предшествовало жестокое и бездушное наказание. В те времена, в результате стечения различных обстоятельств, Мурад I и византийский император Иоанн V были вынуждены объединиться для борьбы с внешним врагом. Однако их ожидали и большие внутренние сражения. Все дело в том, что свои силы объединили также и их сыновья шехзаде Сафджи-бей и наследник императора Андроник. Но потомки собрались воевать отнюдь не с врагами империи. Оба задумали свергнуть своего отца. Согласно византийским источникам, Сафджи-бей был разбит войском Мурада, и Андроник был побежден в бою Иоанном. Мятежных наследников ждало жесточайшее наказание. Но перед тем, как я расскажу, что стало с бунтовавшимися сыновьями, поясню, в чем похожесть ситуации Сафджи с Баязидом, сыном Сулеймана. Мурад узнал о мятеже, когда находился очень далеко от Бурсы. Подходя со своим войском к Бурсе, Мурад схитрил, сделав вид, что ничего не знает о восстании сына. Он пригласил Сафджи на охоту, а когда тот, не раскусив планов отца, вышел к нему навстречу, то его войско было разбито, а Сафджи взят в плен. Мурад не хотел убивать своего сына. Он так же, как и впоследствии Сулейман, будет долго уговаривать его просить прощения и покаяться. Однако Сафджи не хотел поклониться отцу, был в разговоре с ним груб, и Мураду ничего не оставалось делать, как вынести наказание для своего наследника. Сафджи был ослеплен, ему выкололи глаза. Но этого показалось Мураду недостаточным, и он отдал приказ убить сына. В это же время византийский император Иоанн выносит аналогичное решение о наказании сына. Правда, вот Андроник был ослеплен на один глаз. Иоанн не казнил его, а оставил жить. Однако вскоре он об этом пожалеет, так как через некоторое время тот вновь устроит мятеж против отца, и вот тогда уже будет убит. Свой рассказ я начала с того, что в истории османов было как минимум два султана, которые в качестве наказания применили ослепление шехзаде. Вторым султаном, который выбрал такого рода увечье, был султан Мурад II. Произошло это тоже до принятия закона Фатиха. Правда, этот Мурад так поступил в отношении своих братьев, а не сыновей. По завещанию действующего султана Мехмеда, младшие сыновья должны были после его смерти отправиться в Константинополь на воспитание к византийскому императору, а взошедший на трон Мурад должен был направлять императору ежегодно средства на их содержание. Однако после смерти Мехмеда Мурад решил его последнюю волю в этой части не выполнять, и вместо отправки маленьких братьев в Константинополь ослепил их, выслав вначале в провинцию Такат. К слову сказать, покалеченным мальчикам на тот момент было 7 и 8 лет.
Вот такой жестокий метод расправы существовал в Османской династии почти в самом начале ее становления. И здесь сложно даже сказать, а можно ли между увечьем и казнью выбирать? Что вы думаете об этом? Поделитесь с нами в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку «Сообщество», чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.